Приветствуем всех! Сегодня мы в неожиданном для нас месте. Это комиссионный магазин, город Минск, Беларусь. Магазин называется «Комок». Ищем в первую очередь фарфор. Подписывайтесь на канал, чтобы нам вместе бороздить просторы океана фарфор Европы и по ходу выискивать и другие интересные предметы. Будем сразу цены переводить в евро, чтобы всем было понятно. Куклы французские. Вот эта девочка, что слева, точно стоит 200 евро. А та, что в шляпке справа, 250. Фарфор и папье-маше. Чуть дальше увидим симпатичные куклы из папье-маше, уже, видимо, местного творца. Большой выбор мебели. Надо очень аккуратно снимать, чтобы ничего не повредить. Не стать слоном в посудной лавке. Магазин – это большой ангар с разнообразным выбором предметов. И первое, что бросается в глаза – очень много мебели и часов. И еще эффектные предметы для декора. Вот такая огромная голова коня из бронзы. 1260 евро. Как думаете, куда его можно поставить? Грандиозная вещь. Удивительная лампа, сделанная из папье-маше. Видимо, это тоже прекрасное творение местного мастера. У нас наверняка есть подписчики и зрители из Минска. Если кто-то знает автора, напишите. Мы думаем, это будет всем интересно. К сожалению, магазин не указывает автора предметов. И, может, вы знаете, что это за девочка с птицами в волосах? Это тоже лампа из папье-маше. Цена 186 евро. Вот такая красотка. Парные лампы Дельфт, Голландия. Каждая 190 евро. Привлекли внимание стулья с красивыми резными спинками. Но это уже, на наш взгляд, мебель для просторного загородного дома. А вы как думаете? В магазине есть стулья и мебель и в стиле викторианской Англии, и в стиле рококо Людовика XV. Особенно комоды и банкетки с мраморными столешницами на тонких изящных ножках. В эффектной технологии маркетри, когда узоры на мебели создаются путем инкрустации поверхности дорогими породами дерева. Клен, вишня, липа, орех, красное дерево. И мастера высочайшего класса, краснодеревщики. Такая тумба стоит 630 евро. Но если с комодами, шкафами и стульями все более или менее понятно, то как вы думаете, кто купит антикварный стул-туалет за 185 евро? И еще один предмет, который поразил нас в магазине, это огромные китайские деревянные качели. Интересно, как их привезли в Минск? Это же нужна какая-то огромная машина, чтобы влезла вот такая махина. И в продолжении восточной темы картина маслом «Азиатка» в 4 вариантах. Какой-то микс Азии и Мексики. И здесь же венецианский карнавал.
Каждая из картин стоит 2715 евро. А для любителей стиля Ар-Нуво и ярких витражей лампа Тиффани. Цена 1115 евро. Вам нравится? Ставьте лайк. Вы не думайте, что, рассматривая мебель и яркие предметы декора, мы забыли про фарфор. Ничего подобного. Сейчас только посмотрим красивые авторские куклы и обязательно перейдем к фарфору. А вы поддержите нас подпиской и комментарием. Что вам нравится в этом магазине? Какой диван цвета слоновой кости. Даже садиться на такую сияющую чистоту страшно. А вот и маленькие куклы из папье-маше. Давайте полюбуемся вместе. Но не прелесть ли? Очень натуралистичные, с такой четкой проработкой деталей, с таким чувством цвета. Мастер, браво! Великолепная работа. Это же какой кропотливый труд. Одна фигурка стоит 22 евро. А какая фигурка вам нравится больше всего? Бабушка с гусем, девочка, мальчик с корабликом или клоун? Вот кому-то будет такая прелесть в коллекцию. А вот этого шикарного парня уже забронировали. Почему-то кажется, что он француз. Ну что, пойдем сразу с козырей? Мы не ожидали встретить среди винтерлингов и миттертайхов это чудо. Мы, конечно, уже анонсировали кабаре в Шортс, но красоты никогда не бывает много. Роскошное, не побоимся этого слова, кабаре или менажница 80-х годов XIX века. Ручная роспись, прекрасная сохранность, ручка с рельефом раковин в нежном цвете Тиффани и зефирном розовом. Это Карл Тиме из Подшапель, когда фабрика еще искала себя, и клеймон на кабаре стоит имитация Майсон. Это потом уже будет узнаваемое и известное клеймо СП Дрезден. Видео об этой легендарной фабрике из Саксонии есть у нас на канале. Ссылку найдете в описании. Обязательно посмотрите. Фабрика и ее фарфор просто шикарен. В дальнем углу магазина обнаружили полочку ЛФЗ, Ленинградский фарфоровый завод имени Ломоносова. Несколько чайных пар Март с ярким фуксийным цветком, кажется, стоит 14 евро. Искали кобальтовую сетку, не нашли, а жаль. Маленькая кофейная пара веточки из костяного фарфора 25 евро. И вот опять чайная пара Март. Смотрите, какую прелесть нашли. Графин или яркий декоративный чайник, красный петух. А может быть, жар-птица? 61 евро. Кажется, великолепный для подарка. Как думаете? И еще один симпатичный лот для подарка – штоф
и 2 стопочки. Красная девица за 14 евро. Нам кажется, или в этом наборе у штофа должна быть другая пробка? Кто специалист по императорскому фарфоровому заводу? Подскажите. Много велероя и боха. Вот это предметы из сервиза фазан. А рядом с птицами тарелочки это уже французы. И опять фаянсовый велерой и бох. Ошибочно стоит табличка, что это сервиз фазан. Нет, это сервиз метлах. Наверное, легко перепутать, потому что тоже зелененький. И та же эстетика английская, рустикальная. Вот еще раз картины, которые мы смотрели перед этим. Это тоже Велероен-Бох. Тарелки «Русские народные сказки». Это уже костяной фарфор. Лимитированная коллекция совместно с Хенрих. 70-е, 80-е годы 20 века. Каждая тарелка 57 евро. Еще притаились 2 фаянсовые тарелки Велерой-Бох, серия «Павлины». А нас покорил своей нежностью белоснежный Фюрстенберг в голубые цветы. Цена 327 евро. Подобная сахарница с грушкой на крышке и розовыми цветами есть у нас. Подробности в Телеграм. Еще один очень интересный предмет – чайник с завитками по крышке и на ручке. Ручная роспись по покрытию цвета Тиффани. В описании магазина чайник 19 века. Но, к сожалению, со сколом, большим сколом на носике. Оценен магазином в 61 евро. Как жаль. Вот он и стоит грустный среди эффектной подборки предметов в азиатской тематике. Есть и трио. Ширдинг 33 евро, Винтерлинг 29. И вот это симпатичное трио с золотыми пальметтами 25 евро. Смотрите, какое чудо с золотой юбочкой на чашке и яркой фиолетовой астрой. Зельтман Вайден 45 евро. Ну вот обидно. Скол на чашке. И еще одно приятное трио с майсонским букетом. Это С. Шерцер 27 евро. И опять скол на чашке. Ну как же так? Рижские сервизы времен Советского Союза. Шкатулочка от английской фирмы Энсли. Костяной фарфор. Увидели, обрадовались. У нас в таком же рисунке есть салфетница и маленькая рулетница. Вот был бы комплект. Но в шкатулке 2 скола и кракелюр, что очень удивительно для этой мануфактуры. Стоит шкатулка 19 евро. Вот уже несколько предметов с дефектами, а цены высокие. Но не надо грустить. Заходите посмотреть наше видео о прекрасном английском фарфоре и полюбуйтесь на салфетницу и рулетницу от Энсли. Ссылочку найдете в описании. Приглашаем. И еще из удивительного в этом магазине хрустальный парфюмерный набор, тяжеленный, с ручной росписью, эмалью, но очень милый. Фужеры цвета Тиффани на тему охоты. И не только фужеры, но и бокалы и стопочки под любые напитки. Кто что любит. Роскошное кашпо на ножках в декоре львы. А ручки... Вот кто это?
Вы знаете, похоже на морского конька. Как вы думаете? Кашпо неподъемная. И уж совсем неожиданная штука. Каска нижнего чина 5-й артиллерийской бригады образца 1844 года. Магазин оценил в 6860 евро. Вот оно как. Конечно же, мы показали не все интересные предметы из этого магазина. Уж слишком их много. Ждем вас в комментариях. Что вас впечатлило больше всего? Как вам цены? Не забудьте поддержать нас подпиской. Следующее видео будет не менее интересное. Спасибо, что были с нами. И до новых встреч. Пока!